Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваше будущее, вернее на будущее ваших отношений. Посмотрим на ваших мужчин. Итак, сделаем на две позиции. Пока загадываем. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Итак, двоечек пока уберем. Смотрим единичек, сигнификацию вашего мужчины. Так, уже вижу, знаете, мечтает человек о семье, мечтает о том, чтобы встретить женщину, которую он действительно полюбит, которая будет хранить домашний очаг, потому что он действительно представляет, что женщина должна исполнять только эту роль. При этом, знаете, судя по сигнификации, человек манипулятор, умеет манипулировать людьми, ситуацией, в принципе. Также, если честно, любит внимание женщин, тоже такое вот странное, такое ощущение, он любит выбирать, то есть, чтобы был выбор, и он желает выбрать одну, единственную, ту самую, с которой действительно хочет прожить всю жизнь. Но прежде чем сделать этот выбор, ему же нужно попробовать, он, собственно, считает, что должен пробовать многие отношения и многих женщин. При этом по сигнификации, знаете, есть у него покровительница, то есть в прошлом, вернее, была. Можно сказать, либо это из близких его сестра, либо его мама, либо его бабушка. Точно не скажут, но кто-то из женского пола именно была его покровительницей, которая его научила. Знаете, идет даже больше, что бабушка. Такое ощущение, рос мужчина в большей степени именно с бабушкой. Вот. И она его научила миропорядку, то, как чувствовать, то, как, скажем так, ощущать и вести себя. При этом, знаете, не могу сказать, что доверчивый какой-то мужчина, абсолютно это не так, он скорее пользователь, то есть он привык пользоваться, и чтобы ситуация была полностью в его пользу. Так, что же у него в мыслях творится по поводу вас и ваших отношений? Есть очень сильная сексуальная связь, то есть здесь вы ему очень нравитесь именно в сексуальном плане. При этом думает о вас довольно часто, но опять же думает именно все, что связано физически, сексуально. При этом, знаете, считает ваши отношения немножечко тяжелыми. По той простой причине, что вы, знаете, немного разные такие люди, по-разному мыслите, разные у вас планы на жизнь, разные у вас характеры, и ему действительно нужно делать усилия, чтобы как-то с этим всем справиться, чтобы вас понять, чтобы вас ощутить, то есть здесь мужчина считает это действительно проблемой и такой сложностью, можно сказать. Так, что же у него с чувствами? Так, знаете, испытывает к вам очень сильное влечение, вы ему очень сильно нравитесь, повторюсь, физически, очень сильно симпатизируете, при этом действительно сердечко-то у него ёкает при виде вас, то есть от этого никуда не отвертеться. При этом ему безумно нравится, что вы самодостаточная, что у вас есть и работа, есть и денежные средства, что в принципе вы довольно богатая женщина, ему это очень сильно нравится, что как бы и влюбился, могут быть отношения, и при этом довольно выгодные, скажем так. Поэтому здесь, конечно, по чувствам у него есть место для вас в сердце, очень такое сильное, но всегда есть но, человек по сигнификации любит поиграться с женщинами, и с выбором со своим же, поэтому, конечно, он все равно смотрит на других, все равно общается с другими, все равно выбор не заканчивается только на вас, понимаете? Поэтому здесь мужчина, конечно, продолжит
свой выбор, да, такое ощущение, он бесконечный будет, этот выбор, да, и такое ощущение, он никогда, в принципе, не остановится, скажем так. Хотя чувства есть и довольно, я бы сказал, сильные, опять же, в меру возможности сильных чувств, в принципе, у этого мужчины. Так, давайте посмотрим цели, да, относительно будущего, что планируют, может, ничего не планируют. Сейчас мы это выясним. Так. Знаете, какой-то синдром спасателя у него, да, не было давно у вас отношений хороших, да, как-то вы стали себе противны, да, как-то вы ощущаете, что вы никому не нравитесь, да, у вас вот сейчас такой период. Данный мужчина это заметил, да, и хочет сыграть роль действительно, знаете, такой спасающего круга, скажем так. То есть, опять же, сманипулировать, да, то есть все свести к достижению своей вот этой цели, да, то есть при этом, знаете, не скажу, что прям уж так все плохо, да, просто мужчина действительно ищет для себя женщину идеала, да, и пытается действительно этого достичь каким-то вот своим таким странным методом, да, вот этого подбора, да, то есть вас он держит у себя в записной книжке, скажем так, другую держит, и каждую он старается почему-то спасать, да, вот есть у него такой синдром спасателя, да, поэтому здесь, конечно, по целям, опять же, спасти, опять же, постараться сделать так, чтобы вы в него влюбились, да, чтобы вы действительно смотрели на него со стороны именно мужчины, который, опять же, повторюсь, спасает, который всегда выручит, да, который всегда будет рядом. Ему это даже, если честно, действительно нравится. Так, давайте посмотрим, что же мешает, да, помехи развитию. Знаете, здесь могу сказать, что мешает, если честно, сам мужчина. По той простой причине, что из-за его вот этого, из-за этой неопределенности, да, все идет коту под хвост, скажем так, да, то есть ничего не получается. Мужчине нужно остановиться, да, и продолжать развивать отношения. Из-за того, что он постоянно находится в этом выборе всех и вся, да, он не может тратить силы на кого-то одну, понимаете. И здесь вижу, у вас просто, знаете, застопорились отношения, превратились в такую паузу, скажем так, и никуда вы, если честно, не движетесь. И, собственно, это вам и мешает, потому что мужчина на самом деле был бы неплох, если бы он уже определился, да, что вот я выбираю вас, и все, идем дальше вместе как бы в хорошую семейную жизнь. Но из-за того, что он не может определиться, это и мешает дальнейшему развитию отношений. Так, перспектива. Но он вас обидит в ближайшие где-то месяца 3. Обидит каким образом? Знаете, он сделает вид, что ваши отношения ему не нужны и не важны. Да, это вас обидит, это на самом деле любого бы обидело, да. И здесь вы, конечно, будете абсолютно правы. Данный мужчина захочет взять небольшую паузу, никуда он не исчезнет, да, это просто будет такая пауза в паузе, назовем это так. Исчезнет где-то недельки на 2, небольшой будет такой промежуток, да, то есть и потом объявится, посмотрите, с новой силой, с новой мощью, с извинениями и прочим, да, и будет умолять простить, потому что действительно не хочет терять. Если честно, у этого мужчины выбор больше ориентирован на вас все-таки, да, нежели на кого-то другого, да, то есть здесь можно действительно сказать это с полной серьезностью. Он даже, видите, захочет вернуться. Обычно он так, кстати, не делает.
Поэтому на перспективу, ну, ожидайте этого, да, и потом, опять же, его возвращения. Знаете, не скажу, что отношения будут развиваться как-то стремительно, да, но вот по чуть-чуть как-то что-то вот так вот ковыляя, они будут действительно идти. Совет. Знаете, здесь, конечно, будет все зависеть от вас. Да, то есть на мужчине надеты сейчас розовые очки. Да, вы это тоже заметили уже. Он ищет свою идеальную женщину, ищет идеальные отношения, и поэтому находится постоянно в выборе. Вы что можете сделать, да, по совету? Вы можете разрушить эти розовые очки, снять с него их, да, и показать, что давай, определяйся, идеала ты не найдешь, это невозможно, да. Если ты хочешь семью, как и я, то давай двигаться в этом направлении, забудь ты всех этих девиц, не общайся ни с кем, поставить ему что-то типа ультиматума. Потому что здесь, если честно, Вселенная так и рекомендует сделать, потому что сам он не определится, сам он где-то у себя там накрутил, да, то есть так его с выбором научила в самое начало, если вернуться, его бабушка, скорее всего, да, то есть и здесь мужчине нужно действительно за него сделать выбор, да, и сказать ему, давай двигаться вместе без всяких но, без всяких без, скажем так, да, но, опять же, все зависит от вас. Если вы захотите это делать, пожалуйста, у вас даже это может получиться, потому что все его устои вы вполне сможете просто разрушить и даже немножечко переделать этого мужчину именно под себя, да, потому что все-таки, когда мужчина не может определиться, нужно дать ему цель тогда самостоятельно. Либо, всегда есть вариант либо, да, отказаться от данного мужчины, но вижу, вы не хотите этого делать, да, то есть здесь сразу это тоже понятно, да, то есть вы очень будете переживать на паузе, это видно, да, поэтому здесь, конечно, больше идет к варианту, что помочь данному мужчине сделать выбор. Но, опять же, все зависит только от вас. Так, мы давайте будем переходить к двоечкам. Так, двоечки. Смотрим вас. Так, вижу уже очень легкомысленного мужчину. Знаете, не может заработать, очень сильно хочет. При этом все деньги, которые он зарабатывает, тратит на какие-то путешествия, на какие-то развлечения, мечтает, знаете, просто о какой-то свободной жизни, думает, что его никто не понимает, да, что он один на этой земле, да, то есть при этом, знаете, отношений у него вроде бы было много, но они все не складывались, все были краткими, да, с другими женщинами, никто его не удерживал. Здесь, конечно, у него главный такой вопрос, да, в сигнификации, что делать с деньгами, да, у него действительно есть пунктик на этот счет, да, что постоянно с работы на работу переходит, нет постоянной работы, вот этого постоянства, да, стабильности у данного мужчины нет. А все, что зарабатывает, повторюсь, все просто вот тратит моментально, да, либо на путешествия, либо там какие-то безделушки. Нет вот этой ответственности за жизнь у него, понимаете? И находится в постоянно каком-то ожидании чуда, да, надежда на что-то прям такое свежее, хорошее, что ему Вселенная возьмет и подкинет, понимаете? Мысли. Ну, вы его спасительница, да, то есть здесь можно сразу так сказать. В мыслях ему очень комфортно с вами, он находится в состоянии влюбленности, да, и вы его спасаете от депрессии, вы прямо, когда идет дождь, зонтик, да, скажем так. Вот, поэтому здесь в мыслях плохого не вижу, сразу говорю, да, он действительно хочет оставаться с вами и хочет просто
ощущать эту любовь, ощущать эти эмоции, чувства, да, то есть мужчина действительно в вас попросту влюбился, у него в мыслях это прям просачивается. Чувства. Ну, видите, в чувствах еще больше. Прям любовь, любовь, любовь. Хочет, чтобы вы ему открылись, как он вам, да, эмоционально и чувственно. При этом, знаете, почему-то считает, что вы очень похожи, да, что вы оба легкомысленные, оба любите такую, знаете, свободу, не любите стабильность, что действительно вы готовы прямо вдвоем вот взять сейчас и урвать там в другую страну, например, и будь что будет, да, без всяких планов, без всего. То есть при этом считает еще также, что вы ему прямо по судьбе. Он, ну, попросту влюбился, знаете, вот бывает так, влюбился со страстью и безоговорочно, и полностью, знаете, даже не подчиняется никакой логике человека, понимаете. То есть здесь действительно в чувствах у данного мужчины именно такое и происходит. Сердце у него очень сильно бьется при виде вас, да, то есть он постоянно ждет встречи и не хочет вас никуда отпускать. На самом деле очень такая сильная любовь, которая граничит, я бы сказал, содержимостью. Цели. Знаете, по целям данный мужчина хочет для вас быть, знаете, таким прямо принцем, сильным, да, мужчиной, который вас будет вести за собой, да, то есть на самом деле он таким не является, он хочет надеть попросту маску, да, данного человека. При этом уверен, что рано или поздно вы ему полностью отдадите свое сердце и будете ему, знаете, ну, что-то наподобие подчиняться, да, но скорее просто всегда следовать за ним. На самом деле это больше похоже на каких-то кочевников, да, либо, может быть, хиппи, что-то наподобие этого. По крайней мере, данный мужчина точно вот очень сильно похож, да. Ну, насчет вас я бы так не сказал, да, то есть на самом деле вас черта данного мужчины это даже немножко раздражает, потому что вижу, что вы женщина стабильности, и вам это необходимо. Вам нужен дом, да, вам нужно знать, куда вы сможете вернуться. То есть вы немножечко не такой человек, но вас очень манит вот эта свобода этого мужчины, да, и манит его такая мечтательность, да, опять же повторюсь, свободолюбие, что он действительно такой вот легкий на подъем, да, с ним можно легко общаться, можно обо всем говорить, можно все делать. То есть это вас подкупает. Но в глубине души вы все равно понимаете, что с данным мужчиной скорее, ну, мало что может получиться именно в таком, именно в перспективе отношений, в таком строгом порядке, да, потому что краткость замечательна с таким мужчиной, да, любовь, страсть, отношения, все классно, путешествия, да, но как дело доходит до обязательств, да, бытовухи, семьи, все это, конечно, обрубается и рушится. Так, давайте посмотрим помехи. Ну, видите, здесь, конечно, Вселенная сразу говорит, что помехи на длительность играют очень такую важную роль, потому что если вы будете говорить этому мужчине про то, что нужно думать там о стабильности, о работе, о постоянном заработке, о постоянном месте жительства, то он просто замкнется в себе, понимаете, он замкнется, будет чувствовать себя очень плохо, и в итоге эти отношения сойдут на нет. Если попробуете найти компромисс, случится то же самое, понимаете. Единственное, что не является помехой, это действительно, если все вот просто жить как есть, понимаете. Но так, опять же, не бывает. Здесь даже есть такая рекомендация, что пока вы ждете краткости от этого мужчины, пока действительно вы не ждете чего-то серьезного от этих отношений, они просто будут. Да, не скажу, что прям развиваться, они просто, ну, имеют место быть, да, как такая, может быть, сексуальная связь,
может быть душевная такая связь, да, вместе путешествия наподобие друзей. То есть вот данный мужчина хороший именно в этом, но не как муж, не как, знаете, такой действительно человек, на которого можно как-то опереться. Ну, давайте перспективу посмотрим уже так окончательно, да. Ну, видите, по перспективе не могу сказать, что она действительно есть в вашем понимании, да, стабильности. Она есть просто в понимании влюбленности, бегства, да, вот что-то в этом роде, постоянного путешествия, именно краткой связи. Да, то есть здесь перспектива есть. Если вас это устраивает, продолжайте, пожалуйста, отношения. Да, то есть они будут действительно страстными, такими, знаете, большими, душевными. Но ни в коем случае это как бы не будущий муж, данный мужчина, не отец детей. Да, это не про него. А так, если поразвлечься, вполне можно. Совет. Ну, по совету, знаете, не питайте надежд. Да, вижу, вы очень многое почему-то возлагаете на данного мужчину, думаете, что сможете его как-то изменить, да, как-то заставить быть более серьезным. Не случится, да, не стоит на это как-то тратить время, да, даже вот Вселенная говорит вам, просто не тратьте свою энергию, не тратьте свое, скажем так, чувство, любовь, да, на все это. Здесь очень такая, понимаете, интересная у вас ситуация, двойственная. Вам он нравится, но вы хотите другого. Вы даже сами понимаете, что с данным мужчиной у вас не будет той семьи, которую вы хотите. Да, повторюсь, не будет нестабильности, не будет чего-то серьезного. Поэтому здесь вам рано или поздно предстоит сделать выбор. Да, то есть вижу, что Вселенная, давайте сейчас еще уточню. Вселенная подкинет вам мужчину, даже какой-то, знаете, такой вариант отношений другой, и вам предстоит в будущем делать этот выбор все равно, да, либо вот эта страсть, любовь, либо стабильность и семья, понимаете, то есть здесь все будет, конечно, зависеть от вашего выбора, опять же, вижу, что склоняетесь все-таки к семье, будет больше, да, потому что вы этого хотите, вы этого ждете, да, но будете очень сильно вспоминать данного мужчину, потому что с ним действительно хорошо, легко, можно обо всем говорить, да, то есть, но, к сожалению, мир не без изъяна, да, то есть здесь действительно будет у вас довольно тяжелый выбор, но, опять же, его предстоит сделать только вам. Начинайте думать уже сейчас, да, начинайте уже действительно взвешивать все за и против, да, по крайней мере, стоит насладиться, потому что данный мужчина не зря к вам пришел, да, то есть Вселенная его опять же подкинула действительно, чтобы вы ощущали, чтобы вы поняли, насколько можете быть любимы, да, насколько, что такое, в принципе, любовь, да, но семья, она, возможно, опять же, повторюсь, совершенно другим человеком, но здесь выбор хоть и сложный, да, но вы его сделать, думаю, сможете, да, потому что женщина вы сильная, и сможете правильно поставить ну, в приоритет, скажем так, что нужно, а что нет. Опять же, данный мужчина из жизни вашей полностью не пропадет при любом вашем выборе, да, то есть если сделаете в пользу семьи, он, конечно, вполне останется приятелем, другом, да, там даже по той же переписке, то есть эта связь, она в любом случае будет неразрывной, понимаете, то есть она очень такая уже прочная, и общение, по крайней мере, всегда будет. Так что на выбор остается за вами, да, уже сейчас думаете, надеюсь, совет пришел к вам вовремя. Так, ну, у меня на этом все. Надеюсь, все советы вам обязательно помогут. Да? Не забывайте, что выбор остается всегда только за вами. А так, буду рад,
если подпишетесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Да, также не забывайте, что я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.